Всем привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, более 500 видео по теме. Подписывайтесь на канал здесь, есть мы и в Рутюб. Если кому-то удобнее использовать эту платформу, а еще ВК-видео, мы тоже есть. Плюс Дзен, Телеграм, Одноклассники. Мы находимся на крупнейшей выставке загородных домов «Малоэтажная страна». В данном случае рядом с МКАД в районе Алтуфьево в Москве. Здесь много красивых и современных домов. Разные стили, разная площадь, этажность. Но какой бы дом вы ни приобрели, ни построили, его нужно отапливать. Но не в тропиках живем. И в этом видео мы пообщаемся с экспертом на тему тепловой насос. Будем активно, глубоко погружаться в системы отопления, которые работают на основе технологии тепловой насос. Что это, как, плюсы, минусы, где можно использовать. Алексей, привет. Привет, привет. Алексей Петров из компании «Русклимат». Мы уже общались с тобой. Да. Если хотите, можете посмотреть наше видео. Подробное, такое экспертное видео про то, как правильно выбрать кондиционер. Очень популярное у нас, кстати. Так что вот, и продолжаем с тобой. Сегодня тепловые насосы. Ну, давай погружаться. Что это, как, плюсы, минусы, рассказывай. Ну, как правило, выделяют три типа тепловых насосов. Эти типы подразделяются в зависимости от технологии и принципа, как они работают. Есть тепловые насосы воздух-воздух, есть тепловые насосы воздух-вода, есть тепловые насосы вода-вода. Хоть последний называется вода-вода, на самом деле его еще называют геотермальным. Это когда тепло берут от земли. По сути, энергию берут от земли. Сложно, нужно какие-то спрашивать. Это самый дорогой тип тепловой насос, поэтому его сегодня мы не рассматриваем. Он не так популярен в России, но тоже набирает свои обороты. Воздух-вода – это, значит, серединка, наверное, золотая между дорогим вот этим геотермальным и воздух-воздух. Сегодня тоже рассматривать не будем, может быть, в следующий раз поговорим о нем. Его процент меньше все равно, чем тот тепловой насос, который мы сегодня будем обозревать. Это воздух-воздух, сегодня самый популярный тип в России и, в принципе, наверное, во всем мире. Этот тепловой насос используется так популярен из-за того, что его начальная стоимость самая низкая в сравнении со всеми остальными типами. Окей, раз воздух-воздух, так воздух-воздух, сделаем на них акценты. Самые популярные системы отопления в России вот в контексте теплового насоса. Рассказывай, почему воздух-воздух, как все это работает? Воздух-воздух, потому что энергия берется из воздуха уличного. Эта энергия переносится в помещение посредством хладагента и передается воздуху уже в помещении. И тут, конечно же, многие люди, которые не очень доверяют, может, такой новой технологии, говорят, что ну а как можно энергию взять, когда на улице там минус 20 или тем более минус 30. Резонный такой вопрос. Даже в холодном уличном воздухе есть кинетическая энергия молекул. Молекулы двигаются в воздухе, у них есть энергия. Раз они двигаются, значит, эту энергию у них можно забрать. Они станут двигаться медленнее, их температура будет еще ниже. Но мы забираем эту энергию и отдаем помещению. По сути, мы охлаждаем улицу и греем помещение. Но так как на улице воздуха очень много и вообще как бы во всем мире, да, то его, естественно, охладить, ну, можно сказать, невозможно тем количеством тепловых насосов, которые сегодня есть на планете. Все будет хорошо, да? То есть не будет. Не надо переживать на сегодняшний день. Потепление глобальное, похолодание глобальное, этого ничего не будет. Окей. Ну, то есть получается, что вот система тепловой насос, она, так простыми словами говоря, мы забираем энергию с улицы, тепло, да, получаем. И вот с помощью этого тепла мы, скажем так, подогреваем воздух помещения, но мы используем это тепло дополнительно для обогрева, да? Все так. В этой системе можно выделить главных два элемента. Это компрессор и хладагент. Компрессор выполняет функцию насоса, а хладагент выполняет функцию транспорта энергии. Таким образом, хладагент забирает энергию с улицы, насос его перекачивает во внутренний блок, и дальше хладагент отдает эту энергию воздуху внутри помещения. По сути, дальше все повторяется. Это все крутится по кругу, и таким образом мы согреваем помещение. Но мы получаем, по сути, это обычный кондиционер. Вот для пользователя, который это приобретает, он приобретает кондиционер, по сути. Но сплит-систему. То есть, тут я на этом акцентирую внимание, потому что, ну, это, когда мы говорим система, тепловой насос, представляют какие-то такие глобальные какие-то штуки. Нет, это обычная сплит-система, которую вы просто обычно устанавливаете. То есть нет никаких моментов, да, которые дополнительных
которые требуются для установки? Все так. Монтаж происходит аналогичный, как когда дома ставится кондиционер. И тут стоит добавить такую ремарку, что на самом деле на сегодняшний день, наверное, 99% кондиционеров являются тепловыми насосами, если говорить с точки зрения вот технической. Потому что сегодня практически каждый кондиционер можно переключить на тепло. Да, Всё. да, точно. Просто разница заключается в том, что кондиционеры работают на тепло при разных температурах на Наружных, улице. да. Да, некоторые работают при минус 7, а ниже уже нет. Некоторые до минус 10, до минус 15, минус 25. И самые такие 35, по-моему, мощные, да? да. Ну, минус 30 заявляется 30, да. производителем, но проверяли, и при минус 35 он еще выдает тепло. Ну, смотри, вот насчет минус 35. Как это вообще работает вот в нашем климате, да? Потому что, ну, зимы бывают суровые. Насколько вот тепловой насос действительно может согреть квартиру, дом? Какие-то, может быть, вот моменты по площади есть? Вот эта вот зависимость, эту логику. Да, конечно, сейчас расскажу все подробно. Итак, как я уже сказал, вот, тепловые насосы воздух-воздух ранжируются в зависимости от температуры на улице, при которой они могут работать. Говорим про самые мощные системы, которые позволяют в наших суровых условиях зимы согреваться, там, когда на улице минус 30, ночью, возможно, доходит до минус 35. Соответственно, при этом, конечно, при такой низкой температуре на улице производительность теплового насоса падает неизбежно. Он не будет выдавать 100% от своей номинальной мощности. Так. Но Не замерзнут в доме люди? да, поэтому необходимо, когда мы подбираем тепловой насос для дома, и, конечно же, учитывать площадь помещения и из чего сделан дом, какие окна. Ну, по сути, это происходит стандартный тепловой расчет. Какие теплопритоки, теплотоки, соответственно, подсчитывается необходимая мощность. На сегодняшний день достаточно уже много домов называют энергоэффективными. Кстати, да, вот эти технологии. Да, действительно, это означает, что материалы способны удержать тепло внутри дома. И если мы говорим про энергоэффективный дом, то для него, естественно, подбор кондиционера будет меньшей мощностью производительности, чем дом, который менее энергоэффективный. Ну, окей. Ну, вот ситуация реальная. Человек покупает дом, там, я не знаю, у него там, ну, 150 квадратных метров или что-то в этом роде. Вот он, какой тепловой насос, какой мощности он должен поставить, да, например, чтобы он был уверен, что зимой у него все будет хорошо, все будет тепло. Вообще, хватает ли, может ли тепловой насос быть вот основной системой отопления для дома и для какого дома, там, по площадям, корреляции? Да, сейчас расскажу. Достаточно все просто. Тепловой насос воздух-воздух, он эффективен и интересен тем, кто покупает дома небольшой площади. Вот. Это... В среднем даже, наверное, я бы сказал про 100 квадратных метров. 150 это, наверное, максимум для дома, куда можно поставить тепловой насос. Связано это с тем, что в доме 150 метров, скорее всего, будет много небольших помещений, спален или кабинетов. Возможно, их будет 4 таких помещения и одно основное. И придется все равно в эти небольшие помещения ставить конвектора, потому что тепловой насос устанавливается в основное помещение, и оно греет это помещение. А, соответственно, в комнаты воздух уже заходит самотеком. Там температура будет отличаться на 2-3 градуса ниже, чем в основном помещении. Поэтому больше тепловой насос подходит для домов 100 метров или даже 75 метров, где есть одно большое помещение и, например, 2 спальни. Соответственно, в основное помещение ставится тепловой насос, например, 18 мощности, это 5-киловаттный тепловой насос. В каждую спальню ставится конвектор, на всякий случай, если люди будут спать, ночью закроют дверь, к ним не будет поступать тепло из основного помещения. Ну, так и раз они, да, ночью они будут обогреваться конвекторами. А днем они будут открывать двери, тепло будет заходить из общего помещения. Соответственно, в ванную ставится, как правило, теплый пол, если там плитка, и водонагреватель электрический. Все, мы получаем полную систему, ставим приточную установку еще, чтобы получать свежий воздух. И, по сути, у нас появляется такая вот экосистема, которая полностью на электричестве обогревает дом, и все это работает очень энергоэффективно. Дальше двигаемся. Мне кажется, это один из главных моментов, сейчас, который мы с тобой будем обсуждать. Это момент, связанный с расходом электроэнергии, с энергоэффективностью, потому что, ну, вот многие боятся, как зима, всю зиму будет этот тепловой насос, кондиционер работать и так далее. Прямо вау, счета за электричество. Вот расскажи про это, что здесь
здесь, на самом деле, насколько я понимаю, все, ну, скажем так, гораздо лучше, чем многие думают. Отличный вопрос, сейчас расскажу подробнее. В тепловых насосах есть такой термин, это коэффициент энергоэффективности. Это соотношение энергии в ваттах, которые он тратит, на количество тепла, которым выдает помещение. Вернее, тепло разделить на потребление. Соответственно, этот коэффициент у тепловых насосов заявлен как там, 5 или даже там 5,7 максимальный. Кстати, я вот тебя перебью. Я когда изучал, готовился к съемке, изучал характеристики Electrolux Viking 2.0, это вот серия, да, тепловых насосов, поговорим о ней чуть позже. А там прям написано, что в 6 раз там круче, энергоэффективнее, экономичнее, чем бытовые электрообогреватели. Да, вот. Все так. Это конвекторы. Чем конвекторы имеется в виду? Ну, сравнивается, да, с традиционным обогревом, это электрические конвекторы, потому что электрический котел, он будет более энергоэффективен, поэтому сравниваем с более простым решением, которое, как правило, устанавливают в дома. Они имеют начальную стоимость небольшую, plug and play, мы втыкаем розетку. Из коробки работает. Да, все работает, поэтому их и любят, и их выбирают. Но... И вот теперь давай вернемся к этому сравнению, когда ты говорил вот про коэффициенты, значит, у теплового насоса... Все так. У теплового насоса, например, говоря про цифру 6, это округление с 5 и 7. Имеем право больше. Да, немножко округлить. Он тратит, например, 1000 киловатт и выдает 6 киловатт тепла. Но это в самых лучших условиях, идеальных, с влажностью, с температурой на улице. Естественно, это не минус, это, скорее всего, там плюс 10 градусов на улице у нас будет. Вот. Что это за коэффициент? Как он вообще посчитан? Это так называемая сезонная энергоэффективность, которая рассчитана для южного региона, не для центрального. Для южного региона берется, значит, берем тепловой насос и его тестируем при разной загрузке и при разной температуре на улице. Как будто бы имитируем тепловой сезон. То есть, как у нас началась осень, потом зима, потом весна. И вот тепловой сезон закончился, и в среднем подсчитывается, а сколько же этот тепловой насос потратил электроэнергии и сколько он при этом отдал тепла. И вот этот средний коэффициент за весь отопительный сезон на юге будет примерно 1 к 6, то есть это очень выгодно. Если мы уже передвинемся севернее, к центральному региону России, то этот коэффициент точно не упадет ниже 3. Так, понятно. Конечно, он не будет там 6, он будет ближе к 4, скорее всего. Зависит опять же от того, какой дом, какая у него энергоэффективность, как он удерживает внутри себя тепло. Окей, а в случае с конвекторами, там что с этим? Там сравнение было? Ну, если грубо говорить, то там будет 1 к 1. Он тратит киловатт электроэнергии и выдает киловатт тепла. Поэтому и сравнение 1 к 6, если мы говорим про юг, если про центральный регион, то 1 к 3, 1 к 4. И в среднем, я уже посчитал заранее, тепловой насос окупается либо через 2, либо через 3 года. То есть это очень быстро происходит с точки зрения начальной стоимости. Понятно, что тепловой насос дороже, чем электрические конвекторы, и нужен его монтаж. Но за счет того, что он меньше тратит электроэнергии, то в течение 2-3 лет мы экономим на электроэнергии, тем самым окупаем эту начальную разницу между тепловым насосом и электрическим. Ну, слушай, конвекторы тоже, это ведь смотря сколько конвекторов покупается в дом, они тоже бывают по разным ценам. Плюс, насколько я понимаю, там же есть какие-то ограничения по энергопотреблению для дома, да, если будет там... Все так. Есть действительно такой, как сказать, среднее выделяемое количество мощности, которое выделяется на дом, это 15 киловатт. И действительно, если мы в дом там, 100 метров захотим отапливать электричеством без тепловых насосов, то потребление может быть в среднем вплоть до 7 киловатт. То есть только половина выделенной мощности будет отдаваться только отоплению воздуха. А еще нужно нагреть воду, а еще нужно нагреть теплый пол. И мы можем упереться в этот лимит. Тепловой насос, конечно, помогает экономить. Гораздо круче получается. Причем, я ни в коем случае не хочу сказать, что нет, все, конвектор это вчерашний день. Нет, совершенно не так. Для всего нужно свое применение. Тепловой насос идеален для большого помещения, где он очень энергоэффективно согревает воздух. Конвектор хорош для небольших помещений, спальные, кабинеты, он там будет работать. То есть это целая система разных приборов. Ну, мы говорили, что более логично формировать именно систему отопления при помощи разных приборов, и тогда достигается максимальная эффективность.
энергоэффективность. Да, все так. Слушай, ну еще такой вопрос из практической плоскости. Вот, допустим, минус 25 на улице, наступили морозы, и вот у нас есть тепловой насос. Вот что будет происходить? Сколько при такой температуре он будет как бы вырабатывать тепла, какая будет теплоотдача, и не замерзнут ли люди, и как бы все ли будет хорошо? Это, наверное, самый вот важный вопрос, который задают те, кто хотят приобрести дом и выбирают систему отопления для него. Действительно, низкая температура – это самые сложные условия для работы теплового насоса. И здесь как раз-таки сколько она даст тепла, зависит от категории той теплового насоса, который мы выбрали. Как мы уже вначале сказали, есть мощные системы, которые работают до минус 30, есть которые до минус 25, есть которые до минус 15. Рассмотрим, например, две системы, которые работают одна до минус 25, а вторая до минус 30 градусов. Дело в том, что их стоимость отличается существенно, иногда на 50%, иногда в 2 раза даже. То есть их цены действительно разные. И люди склоняются, например, иногда к покупке тех тепловых насосов, которые работают до минус 25. И сразу наперед скажу, что они для центрального региона вполне себе даже годятся. Но те, кто переживают за сильные морозы и как у них будет согреваться при этом дом, скажу так, что, например, при минус 25 градусах система, например, Викинг, которая работает до минус 30 градусов, она выдаст 70% от своей номинальной мощности. Довольно много. Довольно много. А та система, которая работает до минус 25, при той же температуре минус 25, выдаст только 60 или даже 55% своей мощности. То есть меньше. Соответственно, в данном случае, если мы понимаем, что дом нужно согреть достаточно хорошо зимой, и мы хотим быть уверены в том, чтобы он согрелся, нужно брать систему, которая работает до минус 30. Да, даже если до этой температуры у нас никогда не опустится. А что же происходит при минус 30? То производительность падает в среднем на 40% и становится 60% от номинальной мощности. Но этого, в общем-то, все равно... Да, то есть если у нас система на 7 киловатт, то данный тепловой насос выдаст при минус 30 там, 3,5 или 4 киловатта, что в принципе будет, этого будет достаточно. Комфортные условия создать. Да. Ну, перед тем, как продолжим, давай так финализирую несколько моментов. Тепловые насосы у нас получается выгоднее в долгосрочной эксплуатации, чем конвекторы. При этом, ну, такая нормальная, эффективная, логичная система отопления — это все-таки такой симбиоз и тепловой насос, и несколько конвекторов где-то по помещению, чтобы вот все вместе работало в комплексе. Кроме того, ну, рекомендуется вот именно тепловые насосы, вот эти системы, все-таки использовать для домов, ну, не супер больших, а там 70, 100, ну, как может быть максимум 120, там 130, вот, что-то такое, да, Мир? Так. Это вот идеальная история. Дальше мы переходим к Electrolux Viking 2.0. Это, собственно, серия, как я понимаю, да, сплит-систем тепловых насосов. Ну, расскажи чуть подробнее. Действительно, серия включает в себя 4 мощности, так называемые 9, 12, 18 и 24, которые предназначены для помещения различной площади. Вот один из примеров у нас. Да, здесь у нас висит 12 мощность, это 3,5 киловатта тепла в номинале, максимум больше выдает. И этот кондиционер, сплит-система, он находится у нас в доме площадью 43 квадратных метров и, в принципе, полностью для нее подходит. Есть такой простой очень тепловой расчет, что на 10 квадратных метров необходимо 1 киловатт тепла, чтобы согреть. Вот. Но это речь не про энергоэффективные дома. В энергоэффективных домах, возможно, даже 1 киловатт на 20 квадратных метров может использоваться. Но простой расчет 1 к 1. 1 киловатт на 10 квадратных метров. Здесь у нас 43 квадратных метра. По сути, нужно 4,3 киловатта тепла. Этот тепловой насос вполне эту мощность может выдать. Соответственно, поэтому он здесь находится. И когда двери в другие помещения открыты, он может согреть весь дом, включая эти помещения. Ну, еще момент один важный. Вот сплит-системы, вот тепловые насосы, Electrolux Viking, это же, ну, по сути, такой нормальный кондиционер. То есть они же работают не только на тепло. У нас был акцент на отопление. Они же еще летом
Работают как обычные кондиционеры. Вот это очень важный момент, который нужно подметить, что когда мы приобретаем тепловой насос, сплит-систему, мы действительно убиваем сразу двух зайцев, решаем вопрос и отопления, и охлаждения. Поэтому здесь, когда мы сравниваем обогрев традиционный электрический и обогрев с помощью тепловых насосов, правильно, конечно же, еще считать установку кондиционера в тот дом, куда ставят стандартный электрический обогрев. И в данном случае тепловой насос становится еще более интересным с точки зрения обогрева и охлаждения дома. Собственно, мы опять же делали акцент на домах, но я бы не забывал еще про квартиры обычные, городские, потому что, ну, вот те же 40 метров, 60, 100 квартира, и в межсезонье бывает прохладно кому-то и так далее, где-то, может быть, проблемы с отоплением случаются, и вот там тоже тепловой насос, который потом летом будет работать как кондиционер, такой необходимый и нужный нам. Все так, причем надо подметить, вот хочу сказать, как легко и просто определить, ну, как вернее сравнить два тепловых насоса между собой по производительности, если, может быть, кто-то не разбирается в этой технологии. Нужно смотреть на вес внешнего блока, потому что вес внешнего блока напрямую отражает, какой величины в нем находится теплообменник, какой мощности в нем находится компрессор. Это, по сути, два основных элемента, которые показывают, насколько этот кондиционер сплит-система может выдать как холода, так и тепла. Так вот, тепловые насосы, например, Викинг, у них наружные блоки весят от 45 килограмм, а мощные модели приближаются к 65 килограмм. В сравнении с обычной сплит-системой, которая, например, работает на обогрев до минус 15 градусов, у нее начальная мощность будет весить 25 килограмм, а у Викинга 45. То есть он... Вот еще по этому моменту можно отслеживать возможности. Хотя у них заявленные мощности одинаковые, но понятно, что Викинги больше теплообменники, мощнее компрессоры стоят. И при крайних температурах, например, когда на улице будет плюс 50, фантазируем, юг, горячая крыша, где установлен наружный блок, прямые лучи солнца, нагрелась до плюс 50 градусов. Конечно, при такой ситуации Викинг даст гораздо больше холода в помещении, чем другой кондиционер, у которого наружный блок гораздо меньше. И то же самое про тепло. В крайней температуре при минусе такой кондиционер, такая сплит-система, тепловой насос, он выдаст больше тепла, чем сплит-система, у которой меньше и легче наружный блок. Современный кондиционер – это все-таки не только охлаждение и обогрев. Вот мы говорили про двух зайцев. Что у нас с третьим, а именно с технологиями очистки воздуха? В Викинге есть такая технология – это генератор холодной плазмы. В основном все привыкли к слову ионизатор. Так вот, генератор холодной плазмы – это, по сути, тот же ионизатор, но прокачанный, да, прокачанный, который производит ионы как положительные, так и отрицательные. Дальше эти ионы борются с микрочастицами, которые есть в воздухе. Происходит, их прицеп, да, они соединяются, и получается молекула воды, которая уже у нас оседает на поверхностях, где-то в кондиционере, и мы уже, когда делаем уборку, все это убираем. То есть пыли просто меньше в воздухе. Да. Вот в этом, вот так это работает. И собственно, определенную степень очистки воздуха кондиционер обеспечивает. Все так. Просто установка более мощных систем очистки воздуха, они приведут к сложной работе кондиционера. Конечно, да. И все-таки он должен прогонять через себя огромное количество воздуха. Если мы поставим там какой-нибудь плотный фильтр, то кондиционеру будет плохо. Ни в коем случае этого не делайте. И шум, и проблемы с мощностью и так далее. Поэтому тут, конечно, лучше разделять. Если мы говорим про очиститель, то отдельно очиститель, отдельно есть там приточки с очисткой, да? Все так. Ну и как бы ионизаторы и генератор холодной плазмы достаточно сильно развиты сегодня. Даже в автомобилях порой есть кнопка там ионизатор, которая позволяет сделать воздух более чистым. Но мы все-таки говорим про генератор холодной плазмы, то есть про частицы, которые разнозаряженные. Более продвинутая такая история. Да. Еще момент, который, как мне кажется, очень важен для современной климатической техники, это управление. В частности, управление удаленное. Все так. Удаленное управление
которая позволяет использовать абсолютно весь функционал нашего прибора, нашего теплового насоса. Таким образом, мы подключаем наш тепловой насос к телефону, на котором установлено приложение умного дома Хамин, и мы управляем всем функционалом, независимо от того, где мы находимся, в помещении, где находится этот... Да, где бы у них ни находились. И где угодно, вообще в любой стране, посредством интернета мы соединяемся с сервером, который управляет нашим тепловым насосом. Тут должен отметить такой момент, что даже если у нас вдруг интернет-соединение пропало, но мы находимся в помещении, где находится тепловой насос и роутер, то мы сможем управлять нашим тепловым насосом, даже если не будет интернета. То есть такая вот замкнутая система, она все равно будет работать, не надо переживать за это. Ну вот это очень важная вообще история именно с климатической техникой. Там, я не знаю, с духовкой, например, ну, соу-соу, потому что там курочку она сама в себя не положит и потом сама из себя не вынет. А вот климатическая техника — это реально очень полезный момент с удаленным управлением. Другая страна, не другая страна, но там едешь с работы, настроил себе климат заранее, или там уехал, что-то забыл выключить, удаленно выключил, или даже другая страна, у тебя там семья, здесь ты, значит, попросили ты максимально так комфортный климат. Ну, в общем, куча ситуаций, множество, да, когда это реально работает, это очень удобно. Да, и еще хочу подметить, что так как мы выстраиваем целую экосистему, которая устанавливается в доме, то есть это и приточные установки, и тепловые насосы, водонагреватели, и теплый пол, все это можно подключить в одно приложение, в одно приложение Homин, и мы всем можем управлять. Кроме того, это приложение работает с умными помощниками голосовыми, которые сегодня развиты. Одно из них, например, Алиса. Таким образом, можно сказать: Алиса, включи кондиционер в спальне, или Алиса, включи водонагреватель. Соответственно, мы можем делать даже все сценарии, так как голосовые помощники, они позволяют делать сценарии. То есть они выполняют какие-то действия в зависимости от ситуации, температуры, и так далее. Это очень удобно, и, конечно же, наш мир идет больше к тому, чтобы пользователь меньше нажимал на кнопки где-то, что-то регулировал. Он должен прийти в помещение, и помещение должно быть готово к его приходу. Нужная температура воды, пола. Ну, кстати, вот многие скептически относятся к голосовым помощникам. А вообще-то, ну, что называется, аппетит приходит во время еды. Вот я прям по себе это знаю. Когда начинаешь пользоваться всем этим, это реально супер удобно. И сейчас функциональность расширяется, то есть ты можешь уже, ну, реально такие довольно тонкие настройки в приборах, в том числе в кондиционере, да, то есть можешь там температуру выбрать, да, там включи такую температуру. Можно же так сделать? Конечно, да. Так, ну, резюмируем. Резюмируем наш разговор о системах отопления тепловой насос. Какие плюшки пользователь получает, тезисно, да, что там должен учитывать, ну, какие-то главные моменты. Вот это все. Давай финализируем. Давайте. В общем, первое, нужно выбрать, какую систему будем использовать, которая работает при минус 30, при минус 25, при минус 15 градусов, в зависимости от региона и средней температуры зимой. Это первый момент. Дальше нужно понять, какая у нас площадь, и под эту площадь подобрать необходимую мощность. То есть с запасом, если мы понимаем, если у нас дом не сильно энергоэффективный, и, возможно, даже меньше, если дом у нас энергоэффективный. И это делается тепловой расчет, все можно посчитать, это не проблема. Дальше мы получаем энергоэффективное решение в сравнении с традиционным электрическим обогревом. И в средней полосе России этот коэффициент будет 3, даже может быть и 4. То есть соотношение потраченной электроэнергии к тому теплу, да, который выдаст. Соответственно, на юге еще лучше. На юге может быть и 5, и выше. Я, кстати, специально сделал акцент вот на южных регионах, потому что, мне кажется, вот аудитория тепловых насосов, назовем это так, да, там очень широкая, потому что там, ну, во многих домах просто нет отопления вот такого централизованного, и люди, мне кажется, все так используют. И на самом деле, действительно, южные регионы России очень эффективно сегодня используют сплит-системы для обогрева своих домов. Они их не называют тепловыми насосами, они просто называют кондиционерами, и они и сегодня ими греются, и это достаточно очень популярное решение. И оно постепенно поднимается все севернее и севернее. Люди понимают эффективность этого решения и его начинают использовать. Потому что современные тепловые насосы, ну, в частности, вот, мы говорили об Electrolux Legging 2.0, они, собственно, могут работать и вплоть до минус 30. До минус 30, то есть это все можно использовать. И в сравнении с теми же, если вы организовываете там электрическое отопление с помощью конвекторов,
это может быть эффективнее. И скорее не может быть, а это может быть точно будет эффективнее, особенно на больших помещениях. А также, приобретая тепловой насос, мы сразу получаем и обогрев, и охлаждение, то есть два устройства, находящиеся в одной системе. Присутствует очистка воздуха посредством генератора холодной плазмы и очень удобное управление с помощью умного дома, голосовых помощников и все объединение всех устройств климатических в одном приложении. Это здорово. Ну, в общем, мы делаем вывод, что с тепловым насосом мы получаем энергоэффективное отопление, ну, в тех пределах, на которые, собственно, способны, да, эти устройства, эти приборы. И мы получаем современную климатическую технику, современный прибор, который и работает на обогрев, и на охлаждение, очистка воздуха и максимально удобное современное удаленное управление из любой точки мира. Ну, собственно, вот, что еще надо, да? Все так. Алексей, спасибо тебе большое. Мне кажется, что у нас получился такой хороший разговор, погружение в основные моменты, связанные с тепловыми насосами. Я так думаю, что, конечно, всегда где-то есть какие-то частности, все очень зависит вот и там от дома, и от погоды, ну, в общем, много всего. Но для этого у нас есть комментарии, приходите, обсуждайте, делитесь опытом, и, собственно, пусть всем будет хорошо, пусть у всех будут энергоэффективные, максимально тепловые насосы, и всем будет тепло зимой и прохладно летом. Ну, конечно, системы отопления бывают разные. Газовый котел, например, ну, решение более бюджетное в плане эксплуатационных расходов. Ну, не электричество же. Но бывает так, что газ или не проведешь, или слишком дорого тянуть. И вот энергоэффективное отопление при помощи теплового насоса – это выход, в том числе и в таких ситуациях. Основные моменты, связанные с организацией отопления с помощью сплит-систем тепловых насосов, мы обозначили в этом видео. Спасибо Алексею Петрову из компании «Русклимат» и спасибо выставке загородных домов «Малоэтажная страна» за замечательную площадку для нашей съемки. Дома тут разных площадей, на любой вкус и кошелек, что называется. Тостер рекомендует присмотреться и к домам, и к тепловым насосам Electrolux Viking 2.0 для организации отопления. Это целая серия кондиционеров с технологией тепловой насос, рассчитанные на помещения разной площади, модели разной мощности. Они еще и с полноценным удаленным управлением, работают с голосовыми помощниками. В общем, на все случаи отопления и охлаждения воздуха. Ссылку нужную оставим в описании видео. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсацию, зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Делитесь этим видео с теми, перед кем стоит задача организации современной рабочей энергоэффективной системы отопления дома. Мы есть на всех главных площадках: YouTube, Рутюб, ВК-видео, Дзен. Заходите еще на сайт Toster.ru, есть мы в Телеграме и даже в Одноклассниках. Найдете не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!